Итак, да, я очень умный, поэтому у меня был закрыт стрим. Я гений, что сказать. Вот, теперь да, теперь он открыт. Да, теперь он открыт. Теперь все хорошо. Так, пу-пу-пу-пу-пу. Что стало? Да, я ж ничего. Ой, нужно мышку достать. Так, мышка есть. А, Сразу начнем. Ну, давайте, у меня просто не так много времени. Нужно проверить. Одну секунду. Одну секунду. Что по громкости? Так, во-первых, здесь нормально? Даже громко, наверное, нужно чуть-чуть. Вот так сделать, да? Так пойдет ведь? Сейчас проверим. Одну секунду. Очень громко. Что по громкости? Так, во-первых, здесь очень громко. Даже громко. Вот так, нормально? Так пойдет ведь? Сейчас проверим. Одну секунду. Очень громко. Что по громкости? Здесь очень. Вот так нормально, да. Можно даже еще чуть-чуть. Блять, 3,5, вот так. Все, все, хорошо. Пу-пу-пу. Вот он. Оливье. Оливье. По качеству, кстати, да, пока. Live. Качество HD есть. По качеству, кстати, да, пока. Нормально все, да. Можно здесь выключить. Чуть-чуть даже тебя погромче. Это можешь закрыть. Итак. Покажу сначала все ассеты. Ну, в принципе. Это у меня что? Короче, не так важно. Это все различно скачивал, все такое. То есть из-за Asset Store основные ассеты аудио. Голос генерировал на сайте, да, и скачивал 2 песни группы Костры. И тоже скачивал еще звуки различные. Материалы. Да. Префабы это я различные тут делал для удобства. Можно было больше, но мне этого хватило. Сцены вернемся и скрипты. Есть тестовые, из них пригодился Skill Data и Test Save. То есть их я переписывать не стал, они остались у меня. Сразу показываю. Skill Data и Test Save. Буду объяснять еще, что как работает. У меня появились ошибки, что? LE. Где-то сейф. Вот здесь сейф. Так, это все пока что можно закрыть, потому что потом будем разбирать каждый скрипт.
Вот. Test Safe, System Collection, Collection Generic, Unity Engine. Это по дефолту. Scene Management загружает сцену для загрузки. System IO и System XML для Serialization это для сохранения. Skill Data это связь вот с этим вот кодом. Он сохраняет номер сцены. Да. Так, Save получается. Skill Toolbar. А что это? Я не знаю, она работает. Skill Toolbar. Так вот, боже, так вот почему у меня название, получается, я пишу название для сохранения save, а у меня сохраняется save 1. Потому что есть вот такая вот. Боже, я дебил. Какой я гений, это ж просто, да ведь? Сейчас, save. Да, все верно. Я гений. Короче, сохраняется все в string asset path. Это вот где? Внизу. Вот здесь. Сохранение. Видите? Строчку убрать, она бесполезна. Спасибо. Но она все равно будет в... Я не знаю, как это работает, ну ладно. XML Serializer. Это тип, получается, с тем связанным. Записывает в путь и использует запись и с каким названием. Закрывает запись. Загрузка тут тоже из того же пути. Название файла здесь. Как сохранить, как скачивать. Если сохранение поломается, то хотя пофиг. Там работает, это просто в дальнейшем. Насрать будет по-другому. XML Serializer. То же самое вот тут. То есть тип skill data. Тут уже чтение через путь. Да. Да. Ну и загрузка сцены у меня в конце. Skill data, то есть отсюда current scene. Мы записываем номер сцены. Окей. Это сохранение. Естественно, тут больше и не нужно, да и, в принципе, остальные файлы тестовые были показаны на моих стримах. Да. Пу-пу-пу. Начнем с первого, да? Аудиокоммент. Подожди, все? Как у меня работает, я не понимаю. Как у меня аудиокоммент работает? Ладно, не так важно. В общем, посмотрим. Просто главный скрипт его объяснять нужно будет. Подожди, а как он работает? Ну все, да, понятно. Тут просто он хранит какой аудиосорс использует. Кстати, аудиосорс тут есть. Нету, по-моему, но значит нормально. Аудиосорс какой использует и аудиоклип какой. Все, это ладно, тоже пока закроем, пока не будем. Хотя сейчас этот скрипт камера контроллер используется для меню. Будем разбирать. Просто для организации, лучше System, Collection Generic, Visual Scripting позже, почему он здесь есть. Unity Engine, Unity Engine UI, чтобы появлялась надпись, короче. Да.
нажмите Е. Это просто для красивой обстановки. Вот такой вот, кстати, давайте сейчас покажу сразу сцену первую. Это меню. Ну, ее, естественно, можно увидеть в игре. Это как она смотрится здесь. И вот, собственно, камера, логика. То есть здесь все просто настроено. Sensitivity, горизонтальная чувствительность, вертикальная чувствительность, максимум по вертикали, минимум по вертикали, максимум по вертикали, да. Надо помедленнее просто говорить чуть-чуть. И тут все это указано, все тут ставится. Камера, после мы дойдем, для чего она, и дистанция тоже объясню, для чего оно. Тоже все указывается вот здесь. Slice field. Логика, canvas, для того, чтобы показывать аудио, source, для того, чтобы оно проигрывает просто по дефолту. А где оно проигрывает по дефолту? Где-то. А где оно используется? Подожди. Оно в одном месте используется? Подожди. Все верно, оно использовалось. Короче, не нужно здесь. Блять, позже пришел объяснять, я даже не знаю, что у меня в коде. Я просто, да. Ну и player input тоже. Давайте я сразу покажу. Нет, пока не буду. Метод start, который при загрузке сцены привязывает метод onInteract к событию, короче, взаимодействия. Он disable, то есть, если что, отвязывается, да. В апдейте мы, во-первых, используем метод поворот по горизонтали. То есть, у нас же нужно поворачивать все это. В late update поворот по вертикали. И тут, если physics recast, то есть луч, который выпускается из позиции камеры в направлении камеры, пересекает какой-то объект на определенной дистанции. Вот для этого нужна и камера, и дистанция. И этот объект содержит в себе скрипт с таким названием, то появляется надпись. Да. Если нет, то canvas не появляется. Canvas появляется, а тут просто идет на всякий случай canvas становится активен, и на всякий случай мышка остается видим. Я сделал ее видим, потому что была проблема. На всякий случай сделал ее невидимой. Видимой. Всегда. Да. Так, возвращаемся. Вот. Rotation horizontal. Rotation input Y создаем. Вводит, то есть по вертикали. Вводит мышку по горизонтали при этом. То есть все нормально. Поворачивает вверх по вводу, по введению мышки с такой-то чувствительностью в течение времени. По горизонтали то же самое здесь, просто меняем x на y. Тут то же самое. И, по-моему, для плавности используется, по-моему, но я просто не помню, зачем, правда. По-моему, поворачивает персонажа.
Или хрен. Просто я реально не помню, зачем зачем на это есть. Но оно нужно. Оно, короче, очень нужно. Метод ну, да, взаимодействия, который к событию. Если луч, я это уже описывал, и человек нажал Е, если луч пересекает такой, да, человек нажал Е, и объект имеет открытие двери, то срабатывает вот такое. Сразу буду показывать. Play door это вот это. Это exit door. Вот на play door. И скрипт вот такой. Это, ну, здесь это всегда висит, чтобы появлялось. Вот. Тоже collection generic и XML это для сохранения и загрузки сцены UI это для появления панели и дизайн тоже всегда. Номер сцены. Не помню, зачем он. Потому что он не нужен. Потому что я дебил. Нет. Загружается с таким-то номером сцены. Нужно, короче. Вот, все. Аудиоклип. Это для открытия, ну, звук открытия двери. Кнопка. Загрузки следующей сцены. И кнопка закрытия панели. Доступ к самой панели. Доступ к файлам сохранения. Доступ к аудиосорсу, где будет проигрываться определенный клип. Доступ к плееру. Это мы привязываем аудиосорс к плееру. Можно это не делать, но на всякий случай сделать просто не для следующих сцен скорее. И да, привязываем на скрипт вот с этим TSF, да. Ой. Хотя, нет, это здесь нужно. Это не нужно здесь, боже. Это здесь не нужно. Да. Просто оно было нужно, но я потом изменил, что оно стало не нужно. Метод активирования кнопки, то есть это привязываем функции к кнопке. Кнопки загрузки следующей сцены. Метод play, пауз, я просто не переименовывал. То есть оно сохраняет и загружает следующую сцену, а здесь закрывает панель. Ну, вы понимаете. Тут же тот метод, который здесь указывается, он открывает панель и останавливает время в игре. Тут также проигрывание, открытие панели, привязка к функции к кнопкам и методов кнопок. Проигрывание клипа и остановка времени. Все. Это код я разъяснил. Он будет еще не раз встречаться просто. Exit — это выход из игры. Выход из игры. Тоже аудиоклип. Выход из игры. Закрытие панели. Панель. Движок и плеер для привязки. Вот. Сейчас объясню, там тоже такое было. Плеер находится по тегу. К нему, к его позиции привязывается аудиосорс. Да. Тоже тут привязывается кнопка выхода и не выхода. Кнопка выхода Application Quit закрывает программу, закрывает саму панель. Тоже тут, если это время останавливает, то это время запускает. Это открывает панель. Этот метод мы привязываем здесь вот.
через вот создали, давай так, виртуальный объект, который хранит в себе вот этот скрипт. И выполняем его функцию, которая хранится тоже здесь. Чтобы не получать доступ вот здесь, мы получили доступ вот здесь. Привязывает кнопки, проигрывает звук и останавливает время. Так, вот быстрее стало. Setting Door. Это показывать не буду, что как выглядит, потому что можно увидеть в игре. Игра для Windows 32-битной и 64-битной в zip и RAR архивах находится в паблике ФК. Ссылка в чате, да. Setting Door это вот. Аудиоклип и аудиоклип error это для загрузки, то есть когда оно срабатывает. Если у нас есть файл для загрузки, когда у нас нет файла для загрузки. Кнопка загрузить, кнопка закрытия, сам панель. Здесь используется проверка, да, я оставлю это, потому что это проверка на если файл сохранения, если мы получаем, если путь равен нулю, то есть там ничего нет, то аудиоклип error. Если есть, то загружу. Ну, это по сути без иначе мы просто обошлись. Делать проверку, если есть, то уже это срабатывает, а если нет, то это. Да, тоже привязываем кнопки и звук прикрепляем. Это загружает, это закрывает панель. Тоже открывает, привязывает кнопки, проигрывает звук и останавливает время. Linksdur. Linksdur. Это для ссылок все. Создаем кнопки. Canvas Group. Это панель, да, ну, панель. И аудиоклип открытие тоже, да. Привязываем тоже. Это мы не делаем вот здесь метод, мы здесь все сразу сделаем. Открываем эту панель, привязываем все кнопки, останавливаем время. Звук, кстати, мы здесь не привязывали, заметьте. И все работало, да. Application or you open URL. Для открытия URL. Здесь мы указали. Ну, то есть ВК групп, Boosty, не знаю, по приколу завел, она у меня есть, я там ничего не буду. Боже. YouTube, на котором сейчас идет трансляция. Кстати, вечером думаю посмотреть. Что я посмотреть хотел? У меня еще Ведьмак не смотренный нормально, да. Только, по-моему, 3 серии посмотрел. И какой-то фильм хотел посмотреть, не знаю. На ВК Play, короче. Да. И закрытие. Да, панели. Дальше у нас идет записки. Записки у меня не сработал, поэтому тут сразу проигрывается звук записок. Открывается панель вот здесь с тремя строчками. Здесь останавливается время, да. И срабатывает функция manual play. Это главное найти. Вот, notes. Message box для сообщения, панель, где это будет просто оно нужно было, но уже не нужно.
Да, закрытие, аудиоклип, который вот будет там срабатывать, ну и привязка аудиосорса к позиции плеера. Закрытие панели, привязка к кнопке, да, закрытие и это. А здесь играет клип. Почему? Он же здесь играет. Мы... Боже, вот зачем он. Он нужен был там, а не здесь, прикиньте. Какой я умный. Вот это правда здесь лишнее, да. Оно точно лишнее. Потому что оно вот здесь проигрывается, вот здесь, а не здесь. Ой, дурак. Да, открывает панель, привязывает кнопки, показывает текст. Да. И... это, да, это камера контроля, это только в меню. Здесь для плавного поворота, я так понимаю, все, или для ограничения поворота, короче, чё-то не помню, но нужно. Не помню, да. И это уже разбирать. Тоже можно закрыть. Так, и мы разбирали. Раз, два, три, ту-ту-ту. 4, 5, 6, 7, да? Короче, ладно, посмотрим, что они разбирали потом. Character контроля. Тут побольше уже всего. О, нужно открыть сцену первую. И когда примерно сцена. Тут загрузит сначала эту сцену. Нормально, не показывается. А где вопрос? Что-то не показывается, знаешь? Не показывается почему. Ладно, не показывается, так не показывается. Значит, посмотрите в самой игре. Да, тут так же. Да, хорошо. А, вот, ну. И к нему вот, ну, прикреплен. Прикреплен, да. Character контроллер, параметры, rotation, параметры speed, то есть это все указано здесь, да. Тоже скорость передвижения, скорость бега, скорость приседа, сила прыжка и дистанция. Поворот по горизонтали, поворот по вертикали, ограничение по игре. Вниз, ограничение вверх. Кнопка бега, гравитация, высота, приседания, свет и канвас панель, то есть нажмите Е. Свет это фонарик. Также доступ к самому скрипту. Скрипту нет, к компоненту character control, не скрипту. Вот. Доступ к камере для того же, да, чтобы для Move Direction для передвижения, дефолтная высота для приседания, изменение скорости тоже для приседания, булевые типы для бега и приседания, для изменения скорости и для фонарика. В старте мы получаем доступ к камере и character controller. Да. И узнаем стандартную высоту. Узнаем, точнее, стандартную высоту у character controller. Также мы прикрепляем все события
Наверное, нужно открыть, чтобы показать события. Теперь можно точно. Это player input, вот мы. Устанавливаю стандартные кнопки приседания, прыжка, взаимодействия, фонарика и взаимодействия. Создаю булевые переменные, поля. Да, получает открытые. Получает открытое, выводит закрытое, короче. Да. Создаю события булевого типа. Приседание, прыжок и взаимодействие, и не булевого типа фонарик. В каждую секунду в апдейте, если нажата кнопка приседания, срабатывает событие, а опустили, заканчивается. Также с прыжком. И тут, если просто нажата кнопка, срабатывает событие включения фонарика, и если нажата кнопка, срабатывает событие взаимодействия. Также мы, если что, открепляем их в случае нестабильности, да. Уже тут rotation horizontal, который мы разбирали, и move для передвижения. Это мы тоже разбирали. И это разбирали. В move давайте зайдем в move, который, если игрок не присел и не бежит, стандартная скорость. Мы получаем доступ к горизонтали вертикаль, то есть можно и на стрелочке, и на VSD, которые домножаем на стандартную скорость. На текущую скорость, извиняюсь, на текущую. Если игрок не на земле, то его позиция по вертикали уменьшается по гравитации, умноженной на время. Да. Устал говорить. 15-20 уже. Ужас. Полчаса. Вектор. Создаем вектор 3 direction, который... то есть мы передвигаемся в направлении камеры, просто в прямом направлении. На ИТЦ, вот. Вперед и в бок. Вот тут. Да. Да, вот так. Получается, по направлению это вперед, плюс вправо-влево, да, на X. То есть, если мы в минус тут уходим, то это движение не вправо, а уже влево становится. Move direction. Да. Это мы устанавливаем движение. Вот так, прикрепляем. Бег. Это... Короче, булевый тип. Да, нет. Бег принимает значение да. Если нажата кнопка бега и персонаж на земле. Если он бежит и персонаж не присел, то текущая скорость равна скорости бега. Персонаж, движение, получает движение, подожди. Да, в direction нужно на время. Это мы разбирали, это тоже, и это тоже. Так, и это мы вернемся. Да, тут он отличается. Да, смотрите, там мы встретили. Он крауч. Подожди, нет, мы принимаем. Все, крауч, что другое. Если нажата кнопка, что придется срабатывать событие. Скорость меняется на скорость приседа. Плавно. Высота меняется из нынешней позиции.
в позицию приседа с ну, короче, как это объяснить? Изменяется там с единицы до двойки, с двойки на единицу получается приседание, а, с промежутком, методом указано 0,7 в такой-то период времени. Если нет, если он не крадется, если это событие не сработало, то высота будет от изначальной к из текущей, то есть есть там единица, то нужно в двойку вернуться, к стандартной 2, а с скоростью изменения, да, умножено на время просто. И тут мы изменяем, получается, вот это мы здесь создали, это мы изменяем саму высоту контроллера, просто мы здесь указываем, как мы ее изменяем. Прыжок, если срабатывает событие прыжка, то есть нажатая кнопка, и персонаж на земле, чтобы не было двойного прыжка там в воздухе, двойного, тройного, то есть чтобы не улетать, то позиция игрока по Y равна силе прыжка. Ну, ускоряется, короче. Событие on light, то есть в свете. Фонарик, да. Если light актив, ну, не активно, он изначально... ну, false. То есть если... Подожди, оно у меня получается, если... Я не знаю. Если false, то получается здесь true или здесь false. Да. По-моему, по-моему. То включается фонарик, включается свет. Он изначально направлен, просто он типа активен, не активен, активен, не активен. Он так работает у меня. Что там пришло мне с уведомлением? Now Engine, прикольно. Так. Иначе же фонарь включается и меняется булевое поле. Где здесь труп? Выходит. И события интерактивные. То же самое тут, да, но тут, смотрите, Play Door у нас также осталось. Open Door. Меняем. Open Door это другое. Это другая функция, которая, смотрите, получает доступ к игроку, получает доступ к аудиосорсу и к какому-то звуку, ну, который создаю, да. Также указывается позиция игрока. Ну, не позиция, а желаемая, короче. Следующая, да. Позиция по X, Y и Z. Проигрывается звук и открытие двери. И позиция игрока изменяется на следующее. Все, тут очень просто все. Leave do. Давайте здесь сначала разберем. Если количество ключей равно 4, то открывается панель, срабатывает скрипт и оттуда, и время останавливается. Нет, проигрывается звук, короче, закрытая дверь. Ручка закрыта, да. Не получается открыть. Панель это мы кнопка открытия двери, то есть мы все завершаем уровень, и закрытие. Ну и сама панель. Панель открывается, если мы собрали все ключи. Это для сохранения, это для сохранения. Здесь, походу, не нужно.
номер сцены, который он загрузит, и сам скрипт с сохранением. Также мы получаем аудиоклипу. Да, аудиоклип мы получаем, аудио source и игрока и количество ключей из скрипта case, который я сразу покажу. Кейс просто все хранит количество ключей, все. Так, тоже мы получаем, привязываем аудиосорс к позиции игрока и прикрепляем открытие и закрытие двери из панели. Открытие это сохранение и загрузка сцены, закрытие это закрытие панели. И открытие, получается, срабатывает, ну, прикрепляем все, и срабатывает аудио. Но проверку на то, сколько ключей, мы сделали здесь. Да. Аудиокоммент. Я показывал аудиокоммент. Да, тут ну, просто будет проигрываться. Вот, мы получаем доступ к аудио source из коммента и получаем к клипу также из аудиокоммента. Проигрываем один раз клип. Радио. Это прикольно. Там просто будет... Ну, блин, да, вот это я не расскажу. Просто покажу. Просто покажу скрипт, но ничего рассказывать не буду, потому что это один такой момент, который очень интересен. И с ним есть на самом деле проблемы. А что тут показывать? Проигрывается клип, становится неактивен. Все. Что-то показывать и объяснять. Все просто. Сами понимаете, зачем он. Ну и нос мы видели. Все. И этот скрипт разобрали. Что мы не разобрали? Разобрали. Destroy. Что это такое? А он мне нужен? А он же мне нахрен не нужен. А я не понимаю. Я пока не... Это все можно точно... Вот нет, это точно можно убрать. А так я не знаю. Он, по-моему, нигде не нужен. Он встретился в предыдущем. Я просто думал, что это к нему типа относится. Где? Где раньше? Я потерял. А, вот он. Так называется просто. Нет, здесь это не должно. Я оставлю, может быть, где-то это встречается. Подожди. Ой. Скрипт, destroy. Все? Так, ну подожди, хрен знает просто. Exit уже разобрали, exit to меню. Это финальный номер сцены, кнопка выхода и сохранения. Привязываем кнопку выхода, кнопка выхода сохраняет и загружает сцену. Все. Кейс, last exit. А, нет, это, подожди, это отдельная кнопка для выхода. Да.
last exit. Это вот здесь. Нет, это... Все, это я вспомнил, где это. Возможно, то все-таки правильно было. Номер сцены для загрузки, сохранение. Хотя тоже здесь не нужно оно. Если коллайдер имеет тег player, при пересечении, короче, сохраняется и загружается сцена. Это тоже нужно по игре. Вы там понимаете, вы просто падаете как бы и загружаетесь. Lift door было, links door было, loot key. Это для подбора ключа. Это текст мы здесь, получается, используем. Да. Возможно, не нужно, но я оставлю. Game Object сам ключ. Получаем к количеству ключей. К панели задачи. Аудиоклип и позиции. То есть, прикрепляем аудио source к игроку. Если триггер пересекается с игроком, то срабатывает лут, проигрывается звук, в скрипте case добавляется +1, то есть было стала единица. Если ключей 4, то панель изменяется с 80, там, по-моему, что произошло, или там что-то, найдите ключи, изменяется на... выберите отсюда. Удаляет сам объект, а это то, что должно, тот текст, который должен вывести задачу. Что, подожди, верну, сейчас. Тут же нету destroy, это стандартный destroy, это не этот destroy. Ну вот, стандартный destroy. Мы здесь к нему не получаем никакого доступа. Мне кажется, в конце удалить посмотрим. Я скопирую на всякий случай. Да, просто это, знаешь, опасненько удалять. Да, даже не знаешь, где оно может быть нужно. Notes разбирали, open разбирали, пауза. Это, да. Не нужно просто здесь. Можно комментарий было, кстати, написать. Это просто бывший, то есть, как правильно реализовывать и как реализовывал раньше. Курсор видим, номер сцены. Для загрузки просто. То есть пауза не в паузе. И в меню. То есть смотрите. Если нажата кнопка Escape, нажали в любой момент кнопку Escape, то игра ставится на паузу, появляется панель. Если нажали кнопку выйти из паузы, то выходишь, если не выходишь, кнопку выйти из паузы, то выходишь из паузы, если кнопку выйти в меню, то выходишь в меню. Да. Play, получается, выйти из паузы, меню, выходишь в меню. Платформ Fall тоже не знаю, на самом деле нужно будет, наверное, тоже скопировать. По-моему, оно не... Хотя... Давайте не будем удалять. Всякий случай, я не знаю. Плейдор разобрали. Тут все понятно, по-моему. Как у двери, только не взаимодействие, а типа триггер, возможно, оно где-то нужно, но я не помню откуда. Оно нужно, один раз оно нужно, я вспомнил. Да. Скрим. Скрим. Это падение лампы. Булевого типа. Тоже триггер. Смотрите, получается, мы привязываем. Если триггер сталкивается с игроком, то проигрывается звук. Объект становится активен, мы выбираем активен или не активен. И удаляем этот триггер. Не объект, а триггер. Скрипт пустышка, абсолютная пустышка, то есть вообще ничего тут нет.
Ой. Это все-таки еще нужно вот удалить. Это, ну, можно все вот так сделать. Одну строку. Ну, потому что реально этот скрипт это просто пустышка. Ничего себе не несущий сетинговый рот. Вроде таск. Смотрите. Messagebox это чтобы вывести само задание, аудиоклип какой-то, триггер, следующий триггер, задание, панель задания, тоже текст, прикрепляем аудиоклип на аудиосорс. Это мы все видели, это для вывода текста. Если коллайдер пересекается с игроком, то следующий коллайдер становится активен. Выводится текст. Мануал, да, выводится текст. Играет звук. Какая-то панель активна. Ну да. Навсегда она. Ну да, это триггер. Эта панель активна, задание остается и меняется триггер. Task button. Это у нас... Что такое? Button. Я не знаю, что это такое. Зачем оно тут? Оно же, по сути, ничего не делает. Тоже, видимо, какой-то лишний скрипт. То есть у меня три лишних... 2 или 3? Два лишних скрипта, которые я не знаю просто, что они делают. Ну, да, просто тут некогда было... в смысле, некогда. Все как бы... Короче, я это говорил. Это очень плохо, на самом деле. Не было четкого плана, что я делаю. Четкого плана не было. Ни на одном этапе разработки вообще. До самого последнего не было четкого этапа, что я делаю. Я все, допилил на ходу. Придумал, как это должно работать, придумывал, то есть, для чего это должно, то есть, это отвратительно, так не надо, так нужно сейчас спланировать, а потом уже делать. А я базу какую-то спланировал, как я, в общем, вижу, что я хочу сделать. И потом просто подробность, типа, здесь как, здесь как. Я уже на ходу все придумал. Это отвратительно, но у меня получилось. И, короче, из-за того, что я придумал, какие-то я делал скрипты, они, не знаю, работали, не работали, короче. Да. Вообще не... Подожди, а где этот... Не скрин должно быть, а другой, типа, через... Прохождение через коллайдер просто проигрывается аудиоклип. Или это я триггер всегда использовал. Давайте посмотрим. Вот, во-первых, покажу проблему. С радио у меня есть одна проблема тоже, но с подлагом. Вот, короче, лес. И, к сожалению, это, видимо, настройки самих деревьев. Короче, рендерится не так далеко, и это выглядит отвратительно. У меня все сначала здесь рендерилось хорошо в гейм. Кстати, да, я добавил точку. А потом оно что-то перестало. Именно в проекте оно уже не рендерится, так я такой, опа, беда. И пришлось добавлять на игрока туман, то есть, смотрите, плеер, и к нему добавлено Particle System туман. Да, такой туман. И это просадка по FPS, это пипец. Да, просто потому что дистанция рендера, короче, с проблемой у меня. Вот здесь центр. Не особо видно, да? А мы перемещаем вот так. Хоба. Боже, какой ужас. Да. В общем, давайте просто смотрим. Триггеры. Да, здесь триггер.
А в смысле, подожди. Скрипт триггер. Триггер. Что? А, task button бесполезен. Боже, а триггер нормальный. Все, все. Вот, триггер нормальный, да. Это я не знаю, но брать не буду. Может, где-то оно есть, где-то затерялось. Короче, я покажу еще префаб с игроком. Да, с игроком только. Короче, сам плеер с какими-то базовыми настройками. Да, не буду иметь здесь. Player input. Камера сама основная. Фонарик, spotlight, да. Audio source. Это для дыхания audio source. И image, вот такая вот image, то есть точка перед экраном. Да. Могу показать с выключенным звуком финальную сцену, просто, ну, по приколу, не знаю. Нет, это финальная сцена, да. Просто то, что все работает тут. И да, и слишком светло, так-то в игре там темнее должно быть. Все ходит, все нормально. Здесь 200 FPS, все хорошо. Здесь не должно взаимодействовать. Да, по-моему. А здесь взаимодействует, видите? Такая вот записочка есть. Вот точка для взаимодействия, то есть она вот удобство добавляет. Вот видите? Ну, хотя, ну, сомнительное удобство. Потому что есть все равно проблемы. А вот еще одна записочка, то есть мы... Вот видите, только найдись. Точка очень удобно сделана. Это я на шифте передвигаюсь. Я привык уже на шифте, когда я тестировал собственную игру. Еще вот прыжок, давайте покажу. Приседание. И все, по-моему. Фонарик. Вот такого пролага не будет, ну, не было в билде, только на сцене здесь. Знаете, что я заметил? Стекло имеет стандартное отражение, и оно... Где-то материал. Короче, да. Давайте завершить игру. Финал. Последнее задание. Финал. И... Та-дам! Я, по-моему, все объяснил. Здесь фонарика нету. Она просто очень часто появляется, да? Какой ужас. Группа ВК. Покажу группу ВК, потому что я вроде все остальное показал. Ну, все скрипты, префабы, ну, что хотел, показал. Стримы, которые и я прикреплю, и этот стрим. Не этот, свой стрим, да. Я прикреплю. Да. Было обновление с рефакторингом кода, все такое, то есть где появилась эта точка. Версия для 64 битной версии Windows, zip и RAR архив.
И версия для 32-битной версии zip и rar архив. Это предыдущая версия до обновления. Хотел на ВК Play, но, к сожалению, в связи с возрастом не могу туда выложить. Трейлер, который есть на канале. Ну и вот были посты. Да. В общем-то, да. Зачем я открывал так, хотя чего нет. Да, здесь. За час я все уже объяснил, все показал, все хорошо. Да. Да. Я дальше не знаю, что вам еще. Вам. Вам. И такое ощущение, что у меня, короче, раздвоение личности. И останется, да. Да.